Ребята, всем привет. Имеется в виду, пока я нашла место, где записывать свое видео. Нет, тут видите, попа такая. Что такое креативность? Креативность – это умение создать что-то уникальное. И не только уникальное. To be creative. Быть креативным. Это что? Это быть ближе к Богу? Он же у нас креатор. Или все-таки каждый из нас немножко Бог. Частица Бога. Я увидела, что в этом есть ценность. Ценность фигня полная. Но мне нужно говорить и говорить для того, чтобы привыкнуть к камере. Мне вот интересно, сегодня будет прохладно или как? Боже. Что это такое вообще? Couple massage room. Прикольно, здесь couple massage room есть. Так. Окей. Ну все, я вернулась в эфир. Я там, то, что было перед этим, это все ляпы, которые только возможны. Я думаю, что я очень люблю, кстати, эти ляпы, потому что это жизнь, это жиза, да, это то, что мы проходим, то, что мы каждый раз о себе новое узнаем, как мы реагируем на камеру, как мы реагируем на людей, на какие-то обстоятельства. И когда я решила взять камеру в руки, я подумала, что это будет просто я буду топчик, я буду звезда, у меня все будет круто. Как выяснилось, нет, я обычный человек, и жизнь, она происходит. Смотрите, о чем я хотела сказать-то на самом деле. Я хотела поговорить про успешного творца, да? Кто это вообще? Мы говорили про креативность, я говорила, что это креативность может быть связана с Богом, у кого-то креативность связана с уходом в астрал, как это у меня происходит, да, когда я просто, знаете, так, и я ушла, и меня нельзя трогать в этот момент. Вот. Креативность – это создание уникальности, это ваша аутентичность, это то, что вы есть на самом деле. И креативность, если вы до сих пор не знаете, о чем вам говорить, и какие исследования вам делать, и о чем вам писать, или о чем вам рисовать, идите в ваши ценности. В предыдущем видео я уже говорила, что через, допустим, тот же чат GPT вы можете через какие-то списки ваших предпочтений, вы можете узнать ваши креативные слои. Вот эти слои, которые вам дадут возможность выбраться, да, на поверхность, посмотреть, что вы из себя представляете, заглянуть в себя или наоборот выйти, да, из себя, из вот этого вот кокона, в котором вы находитесь, и найти там что-то, что вас беспокоит, что вас триггерит, что вас интересует, и на эту тему вы можете создавать. Когда мы говорим про ценности, это то, что вами движет. Это то, чем вы живете. Это ваш фундамент, на который вы опираетесь. Да? Есть, кстати, классное упражнение. Оно связано не с креативностью, но отчасти это тоже. Когда
вы выпадаете из реальности, и у вас происходит что-то очень-очень серьезное, в этот момент необходимо выписать все ваши достижения до этой точки, там, лучшие, все, что вы прошли, все, какие были у вас, весь какой опыт у вас был, выписать. И можно это сделать в какой-то дневник. Вот у меня это в дневнике находится, в таком вот, да. И помните об этом, да. И когда что-то происходит в вашей жизни, вы возвращаетесь в ту точку, где вы были когда-то, вы смотрите, что вы прошли, и это будет вашим фундаментом и точкой опоры идти дальше. То есть от этой точки вы будете отстреливать дальше, да, то есть уже двигаться опять. Но такое в нашей жизни происходит ситуация, когда мы попадаем в некие обстоятельства, это жизнь, ее никто не отменял. И дальше мы говорим про ценности. Ценности, их очень много, да, и у каждого они свои. Так вот, выделите для себя на сегодняшний день, если вы креатор, да, и вы не знаете, о чем писать или о чем говорить, и вообще что создавать, возьмите ваши ценности, выпишите их, и из там, 20, да, выберите 3, и на эти 3 темы создавайте контент. В данном случае этим занимаюсь пока. Параллельно я делаю какие-то еще какой-то ресерчинг про себя, да, раскапываю все там свои слои, все тени, там, знаете, во всех уголках своей души, там я ищу все, что меня будоражит, и на эту тему я создаю. Еще, кстати, классный метод выбора темы для вашего проекта – это выписать те убеждения, которые вас, ну, скажем так, те, которые вас триггерят, или те убеждения, которые, ну, типа убеждения-таракана, да, которые не дают вам спокойно жить. Это тоже вариант. Если у вас есть такие убеждения, а они есть у всех, их надо выписать и обязательно их проработать. А может быть даже по какому-то из них можно взять, тоже выписать. Там, вот у меня, например, их 20. Я выписала и начала копать глубже. То есть я взяла убеждение, например, например, рисовать секс – это табу, да, то есть рисовать всякого разного рода истории про секс – это табу. Ну, как бы не то, что табу, это у меня в голове табу, да, то есть я считаю, что нет, я девочка хорошая, мне это рисовать нельзя. А по большому счету, кто мне сказал, что, ну, кто запретит? Да, это убеждение в моей голове. И я с этим работаю. То есть я сейчас начала делать ресерч, я там, знаете, я даже купила книжку, она называется «Порнография в иллюстрации». Прикольная, кстати, книжка, офигенная. Вот, издательство Ташен. Вот. Понимаете, вот есть в нас, в креаторах, да, есть очень много там, гора всяких убеждений. И самое главное, ребята, выписать их, посмотреть на себя в камеру или там в зеркало и сказать, ну окей, есть у меня убеждение, например, нет образования, ты не художник. Да, если у тебя нет художественного образования, ты не художник. Ну, кто это сказал? Мы берем известнейших художников, таких как, ребята, Кандинский Василий. Так вот, человек был юристом. У меня первое образование, я юрист. Ну и, в общем, говоря про вот эти убеждения, да, про то, что если они у вас есть, просто примите их, да, и попытайтесь найти в этом источник вдохновения. Вот это то, к чему я, собственно, шла и пришла. Каждый раз с этим работаю. Ну и мы приходим сегодня к такой теме, как создание авторской вселенной. И почему я всю вот эту вот прелюдию вам тут рассказывала, это к тому, что у всех у нас, у креаторов, есть своя авторская вселенная. Ее надо раскопать, ее нужно найти.
Чтобы ее раскопать, нужно понять все ваши смыслы, все ваши интересы, темы, которые вас волнуют, что вас интересует, что вас вдохновляет, да, чего вы боитесь, в конце концов, о чем вы переживаете в жизни. И это все является вашим смысловым контентом для ваших работ в будущем. В общем, это про то, про что мы с вами, да, то есть про что вы, про что я. Так вот, это первая часть марлезонского балета. Это часть авторской вселенной, про которую, кстати, говорит Анна Радченко. Я ее обожаю, очень уважаю. И спасибо ей огромное за вообще ее работу. Так вот, это креативщик из Лондона. Она русская, живет в Лондоне, работает. Она просто классный визуал. Вообще там просто топчик. И вторая часть вашей авторской вселенной – это про визуал. Это конкретные компоненты, цвет, текстура, да, освещение, приемы, материалы, которыми вы будете работать. Может быть, это диджитал, может, это звук, может быть, это какая-то картинка, это какие-то медиумы, да. Все, что можно с визуальной точки зрения присовокупить, да, вот к вашей авторской вселенной, вы это делаете. Вы соединяете ваши смыслы, и вы соединяете ваши визуальные ингредиенты. И получается проект. Вот. Но всегда помним о том, что нужны исследования. От этого вообще никуда не деться. Это трудозатратно, это время затратно, но это того стоит. Если вы хотите реальный творческий проект, и вы хотите выстрелить, чтобы вас заметила мировая общественность, то нужно действительно работать над этим. Жду вас в следующий раз. Будем говорить про очень интересную тему. Метаскиллы. Давайте поговорим про метаскиллы. Я просто обожаю эту тему. И, кстати, в контексте вот этого всего метаскиллы на сегодняшний день, софт-скиллы и метаскиллы – это просто must-have у художника, у креатора, у любого. Я вас обнимаю. Ваша Наташа Нелл. И всем прекрасного настроения. Как его имя? Ну все, ну что это такое-то? Был юристом. Все, я забыла. Ладно, потом скажу.